Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой вот замечательный комплект. Мастер-класс по вязанию этого комплекта у нас выйдет в двух частях. Сейчас в первом видео мы с вами свяжем вот такую вот шапочку, и сразу на следующий день я выпущу видео по вязанию этого снуда. Все ссылки я буду оставлять ниже в инфобоксе, поэтому не пропустите вот именно мастер-класс по вязанию и снуда. Шапочка у нас идет вот такая вот красивая, ниточка идет с люрексом. Шапка теплая и отлично подойдет для зимы. Вязать этот комплект в мастер-классе мы будем из пряжи Alize Angora Gold Simli. Метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 500 метров. Значит, по составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Шапку в мастер-классе я буду вязать в 4 нити, снуд я буду вязать в 2 ниточки. Теперь давайте еще поговорим про расход. На данный комплект у меня ушло 225 грамм пряжи. 85 грамм пряжи у меня ушло на шапку и 140 грамм на снуд в 2 оборота. Поэтому я покупала 3 моточка, и такой еще хороший остаток у меня остался. То есть, в принципе, этого остатка, я думаю, будет достаточно для того, чтобы, допустим, в комплект связать еще и варежки, если они будут необходимы. В принципе, при желании, я думаю, можно уложиться и в 2 мотка. Значит, каким образом? Вначале мы в любом случае вывязываем шапку, и далее из остальных ниточек, которые у нас останутся от шапки, можно будет связать снуд, связав его при этом немножечко поуже, нежели я вот здесь буду вязать в мастер-классе. По длине я вязала его чуть длиннее, так чтобы он такой был на шее более объемный. Можно связать, как я сказала, немного поуже и, соответственно, чуть покороче, просто чтобы он более плотно облегал шею. В этом случае достаточно будет и 2 мотков. В мастер-классе эту шапку я сейчас буду вязать на окружность головы где-то 54-56 сантиметров. Но на плюс-минус сантиметр данная шапка тоже отлично подойдет. Шапка связана вот такой вот красивой пышной резинкой. При этом эта резинка, она такая получается достаточно вот толстая и плотная. Значит, смотрите, как я говорила ранее, вязать я буду в 4 нити, соответственно, метраж у нас будет получаться, если, к примеру, вы будете использовать другую пряжу, на 100 грамм 125 метров. Поэтому, смотрите, если, к примеру, вам нужна такая шапка на другую окружность головы, то первое, или мы вяжем все-таки образец данным рисунком, но если честно, у меня с образцами не очень, поэтому мне, скажем так, проще начать уже вязать шапку и далее по ходу вязания смотреть, попадаю я в размер или нет. Поэтому, скажем так, моя просто рекомендация от меня: если нужна шапка на размер больше, просто можно набрать на несколько петель больше, нежели я показываю в мастер-классе. И при средней плотности вязания, если вы будете вязать из этой же пряжи, я уверена, что у вас все получится. Количество петель, которое мы должны набрать на эту шапку, должно быть кратно 4 или кратно 8. Лучше даже 8. Но здесь на самом деле этот момент не принципиален. Высоту этой шапки вы также можете регулировать самостоятельно. То есть в начале видео я вам вставляла фотографию, как данная шапка смотрится на манекене. У манекена окружность головы идет где-то 52-54 сантиметра. Поэтому, конечно же, если вы захотите эту шапку сейчас одеть на окружность головы, ну, к примеру, 56-58, у меня окружность 59, и данная шапка тоже вот именно по ширине именно одевается хорошо. Единственное, в этом случае по высоте она тогда получается
получается практически по голове. Поэтому, скажем так, если вы захотите, чтобы данная шапка была, во-первых, с торчащей макушкой, и вам нужно будет и эту шапку связать на большую окружность головы, просто в этом случае вы должны провязать чуть повыше вот это полотно, скажем так, от начала вязания до убавок, так как в принципе убавки у нас занимают примерно вот одинаковое, вот это расстояние, одинаковое количество сантиметров. Поэтому вот как раз таки высоту этой шапки мы и регулируем вот этим расстоянием от начала вязания до убавок. Комплект этот я уже постирала. В конце видео я вам говорю, что вот как раз таки собираюсь стирать комплект для того, чтобы посмотреть, насколько изменится вот именно размеры в плане высоты. Но скажу сразу, что высота у меня не поменялась вот именно после стирки. То есть после того, как я связала шапку, она была вот 24 сантиметра, и после стирки ничего не поменялось. Она также осталась в высоту у меня вот 24 сантиметра. Соответственно, смотрите, полотно получается от начала вязания до убавок я провязывала вот 18 сантиметров. Так. И, соответственно, эти убавки у меня заняли вот ровно 6 сантиметров. Поэтому, исходя из этого, вот вы рассчитываете, что на убавление петель макушки вам понадобится около 6 сантиметров. Соответственно, вот эту высоту полотна вы уже регулируете, исходя из, скажем так, ваших предпочтений, как вы хотите, чтобы эта шапка сидела вот именно по голове. Друзья, надеюсь, вам нравится данный комплект, и вы сейчас с удовольствием свяжете вот в данном случае эту шапку вместе со мной. Поэтому берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Для вязания шапки нам понадобятся спицы 5 или 5,5 миллиметров. Спицы у меня идут разъемные. Поэтому смотрите, если вдруг у вас есть также разъемные спицы, то тоже можете вязать так, как и я. Смотрите, в правую руку я сейчас вот взяла, присоединила спицу 5,5 миллиметра, и в левую руку я сейчас взяла спицу 5 миллиметров. Как я сказала, это не принципиальный момент, так как подойдут спицы 5 или 5,5 миллиметров. И поэтому вот именно на спицу, в моем случае, которая толще, если вы вяжете также вот разным диаметром спиц, я набираю обычным способом набора с помощью длинного хвоста 81 петлю. 80 петель это для вязания резинки, плюс 1 петля для соединения вязания в круг. Итак, вот я на спице набрала 81 петлю. Далее вот эту спицу, на которой расположены у меня рабочие кончики, я сейчас беру в правую руку. Далее обязательно смотрю, чтобы край у меня не перекручен был. И сейчас вот таким образом распределяю вязание по кругу, убедившись в том, как я сказала, чтобы вот эта наборная косичка у нас вот смотрела сейчас вовнутрь и нигде ничего не было перекручено. Так, далее мы наше вязание должны соединить в круг. То есть вот таким образом расположены мои рабочие ниточки. И правой спицы я просто переснимаю первую петлю с левой спицы. Далее левой спицей я сейчас беру и подхватываю ту петлю, на которой расположены вот рабочие ниточки. Я ее, эту петлю подхватываю и переснимаю через только что вот снятую петлю. То есть вот таким вот образом все ниточки мы подхватываем, и петлю, на которой расположены рабочие нити, я ее беру и просто вот спускаю и кончики аккуратно затягиваю. То есть мы соединили наше вязание в круг. Петлю, которую я снимала, вот она у нас идет с левой спицы, я ее возвращаю обратно. И это мы с вами вот соединили вязание в круг. И мы сразу приступаем к вязанию первого ряда. И сейчас я буду провязывать, смотрите, в первом нечетном получается ряду. Одну петлю вот у меня идет она изнаночную, так как рабочая нить расположена у меня сейчас перед работой, поэтому я начинаю именно с изнаночной петли. Далее
Следующую петлю я провязываю лицевой. Одна петля у меня идет изнаночная, одна петля лицевая. То есть в первом нечетном ряду я сейчас провязываю резинку 1 на 1. Одна изнаночная и одна лицевая петля. То есть так мы довязываем первый ряд до конца, провязывая резинку 1 на 1. В конце первого ряда у меня получается, смотрите, лицевая, изнаночная, и здесь последнюю я провязываю вот петлю лицевой, так как начинала вязание я с изнаночной петли. И вот идет моя ниточка наборная. И сейчас я сюда повешу маркер, который будет обозначать начало нашего вязания. И мы сразу сейчас с вами приступаем к второму ряду основного узора. Раппорт узора у нас будет равен как раз таки 2 рядам. Вторые и все последующие четные ряды мы будем провязывать следующим образом. Изнаночные петли мы будем провязывать изнаночной петлей. При круговом вязании, для того чтобы эти петли были не перекрученные, не скрещенные, мы будем их провязывать за вот заднюю правую стенку изнаночной петлей. То есть вот наша идет изнаночная петля за заднюю стенку или вот правую стенку петли, а лицевые петли в четных рядах мы провязывать не будем. Мы их вот таким образом будем сейчас просто переснимать, вот, не провязывая. Рабочая нить у нас остается за работой. Изнаночную петлю мы провязываем вот изнаночной петлей вот за заднюю правую стенку. То есть одна петля изнаночная. Лицевую петлю я просто переснимаю, вставляя правую спицу, просто получается справа налево, вот таким вот образом. Рабочая нить за работой. Одна петля изнаночная, лицевую мы просто переснимаем во всех четных рядах. Одна петля изнаночная, лицевую петлю мы просто переснимаем, не провязывая. Таким образом мы сейчас заканчиваем вязать до конца второй ряд у нашей шапочки. Изнаночная, лицевую просто переснимаю, рабочая нить за работой. В конце второго ряда смотрите, что у меня получается. Лицевую петлю я сняла, изнаночную я провязала изнаночной, далее у меня идет лицевая петля, я ее просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить за работой, и маркер перебрасываю, получается, с левой спицы на правую. И это мы с вами закончили вязать второй ряд. И сразу будем приступать к вязанию третьего ряда. Все нечетные ряды, то есть 1, 3, 5, 7 и так далее, у нас всегда будут вязаться одинаково. То есть во всех нечетных рядах мы просто вяжем резинку 1 на 1, провязывая при этом все петли. Значит, смотрите, изнаночные петли мы провязываем вот изнаночной петлей за заднюю правую стенку, лицевые петли мы провязываем лицевыми. То есть вот таким образом за правую, в моем случае это передняя стенка, так чтобы стенки вот этой лицевой петли легли ровно и не было ничего скрещено и перекручено. Опять изнаночную мы провязываем изнаночной. Вот наша лицевая петля, я ее провязываю вот за переднюю правую стенку лицевой петлей, убедившись в том, что, видите, все у нас лежит ровно и правильно. То есть вяжем просто, получается, резинку 1 на 1 в нечетных рядах, провязывая все петли, и лицевые, и изнаночные. Поэтому таким образом мы сейчас заканчиваем вязать третий ряд. Итак, третий ряд я провязала резинкой 1 на 1.
Далее, вот смотрите, маркер перебрасываю, получается, на правую спицу и приступаем к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд – это у нас идет четный ряд, а все четные ряды всегда у нас также вяжутся одинаково. То есть изнаночные петли мы провязываем изнаночными, а лицевые петли мы просто переснимаем вот таким образом, не провязывая рабочая нить за работой. И вот идем 1 петля изнаночная, мы ее провязываем изнаночной петлей, лицевую петлю мы просто переснимаем, не провязывая рабочую нить за работой. 1 петля изнаночная, лицевую петлю снимаем, не провязывая рабочую нить за работой. То есть таким образом заканчиваем вязать четвертый, получается, четный ряд. Далее пятый нечетный ряд, мы все петли будем провязывать лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. То есть таким образом по этой схеме, которую только что мы с вами разобрали, мы самостоятельно должны вывязать всю высоту шапки до убавок. Повторюсь, раппорт узора равен 2 рядам. Нечетные ряды 1, 3, 5 и так далее мы все петли вяжем лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Все четные ряды – это 2, 4, 6, 8 и так далее. Изнаночную петлю мы провязываем изнаночной, лицевую петлю мы просто переснимаем, не провязывая. Рабочая нить у нас должна оставаться за работой. И сейчас я провяжу вот эту высоту шапки до убавок примерно где-то 18-19 сантиметров. Итак, смотрите, вот я за кадром вывязала всю высоту шапки до убавок. Сразу хочу показать, вот такая красивая у нас получается лицевая сторона, то есть лицевые петли получаются такие более объемные. И просто для сравнения, вот такая у нас идет изнаночная сторона. То есть видите, насколько она у нас отличается вот именно от лицевой стороны. И теперь давайте, перед тем, как приступать к убавлению петель макушки, мы вот как раз таки измерим нашу шапку в сантиметрах. И в сантиметрах это полотно у меня сейчас связано, ну вот где-то 18,5 сантиметров. Вот в ровном, не растянутом виде. И сейчас, смотрите, маркерами вот здесь я уже распределила все петли для наших убавок. Сейчас, перед тем, как мы приступим к этим убавкам, я вам расскажу, каким образом мы сейчас должны распределить эти петли. Сейчас, смотрите, мы будем распределять вот как раз-таки эти петли для убавок. Вначале, перед тем, как мы приступим вот именно к распределению петель, мы должны пересчитать все вот эти лицевые дорожки вот именно с лицевой стороны. То есть изнаночные петли мы сейчас не считаем, мы считаем только вот эти лицевые дорожки. Ну, здесь на самом деле все просто. Значит, смотрите, здесь я набирала 80 петель в моем случае, соответственно, вот этих лицевых дорожек у меня 40. Поэтому сейчас вот идут наши петли, я нарисую круг, и в этом круге наших вот именно лицевых дорожек, в моем случае их 40. Петли мы должны разделить на 4 части. То есть вот таким вот образом. Задняя часть, 2 боковые части и передняя часть. При этом задняя часть у нас будет состоять вот из 2 частей. Вот они у нас, эти 2 части идут, то есть идет начало нашего вязания, вот ниткой у меня отмечено, и это, соответственно, идут участки передняя, задняя и 2 боковых части. Теперь мы должны выделить вот именно одну лицевую петлю. Вот здесь, вот она у меня выделена маркером, поэтому на каждую вот эту часть мы сейчас отдадим по одной петли. Здесь одна петля, здесь, здесь и здесь. Это идет просто начало вязания. Здесь никаких петель нам сейчас отдавать не нужно, то есть на 4 части. Далее, смотрите, что у нас получается. Наши 40 лицевых дорожек минус 4 вот этих петли. И это у меня получается 36. Далее эти 36 петель мы должны как раз таки разделить вот на эти 4 части. 36 я делю на 4 именно уже части. Это 4 петли, а это 4 части.
И это у меня получается 9. Соответственно, у нас будет идти 9 петель тут, 9 петель тут и 9 петель тут. И теперь эти 9 петель мы должны разделить между вот этими двумя боковыми частями. И это у меня будет получаться, ну вот здесь, допустим, у нас пускай будет эти 5 петель, и здесь, соответственно, 4 петли. То есть начало ряда 4 петли, далее одна вот дорожка лицевая, которую мы отмечаем маркером, 9 лицевых дорожек. И следующую дорожку мы также отмечаем маркером. Сейчас я это все вам покажу. То есть вот таким образом мы сейчас распределили наши петли. Поэтому, если вдруг вы набирали количество петель, которое не делится на 4, то есть, смотрите, если, к примеру, изначально вы набирали не 80 петель, а, к примеру, 84. В 84 петлях этих лицевых вот дорожек должно получиться, соответственно, 42. Поэтому, если, к примеру, второй вариант, просто каким образом в этом случае мы должны распределить эти петли. То есть, если лицевых петель у вас получается 42, к примеру, ну или то число, которое не делится на 4 ровно. Так, вот таким образом это у нас сейчас будет выглядеть. Это идет начало ряда. По одной петли в любом случае мы отдаем на вот эти именно участки. Далее, значит, у нас получается 42 наших петли минус 4 вот этих петли, которые мы уже расписали. И это у меня получается 38. И 38 мы делим именно на 4 части. И это у меня получается 9,5. То есть в скобках можно написать, что 2 части у нас будут состоять из 10 петель, и 2 части состоять будут из 9 петель. Поэтому эти петли я распределю следующим образом. То количество петель, которое больше, я отдам, соответственно, наперед и зад. Поэтому 10 петель тут. И здесь у нас также этих 10 петель, которые я разделю вот ровно на 2 части. 5 и 5. И вот этих 2 боковых части у меня будут состоять из 9 петель. После того, как мы это все вот разделили, скажем так, на листе бумаги, далее мы должны эти участки отметить маркерами. То есть вот идет начало ряда, то есть это вот этот вот наш маркер. Далее по схеме я должна отсчитать 4 лицевых дорожки и на 5-ю лицевую дорожку повесить маркер. То есть вот смотрите, начало ряда, вот идет лицевая дорожка, 1, 2, 3, 4, и на следующую лицевую дорожку я вешаю маркер. То есть вот это у нас идет эта дорожка. Далее по схеме у меня должно идти 9 лицевых дорожек, и следующую дорожку я отмечаю снова маркером. Поэтому идем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И следующую лицевую дорожку я должна отметить снова маркером. Еще обязательное условие. Значит, перед тем, как мы приступим к закрытию петель макушки, закончить вязание мы должны как раз-таки четным рядом. То есть тем рядом, где изнаночную мы провязываем, а лицевую петлю мы просто переснимаем. То есть четный ряд вот я сейчас провязала, распределила эти петли по той схеме, которую я только что вам показала. И сейчас будем приступать к вязанию нечетного ряда. То есть, смотрите, сейчас все убавления мы будем делать через один ряд. Значит, изнаночную петлю вот по рисунку я провязываю изнаночной, лицевую петлю в нечетных рядах мы провязываем, соответственно, лицевой. Изнаночная петля, лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля. То есть так мы вяжем, получается, не доходя вот до этой петли с маркером, одну петлю. То есть вот еще я сейчас должна провязать 2 петли, изнаночную и лицевую петлю. То есть у нас должно получиться изнаночная, лицевая петля, отмеченная маркером, и изнаночная петля. Сейчас этих 3 петли мы должны провязать вместе.
Так, каким образом мы это будем провязывать? В тот момент, когда вот у нас идет именно изнаночная, лицевая и изнаночная петля. Значит, вот у нас идет первая изнаночная петля. У этой изнаночной петли правая стенка расположена за работой. Поэтому я эту петлю должна снять вот таким образом и перевернуть, чтобы правая стенка этой изнаночной петли сейчас была вот именно вот перед работой. Далее изнаночную и лицевую петлю я сейчас просто пересниму, не провязывая с левой спицы на правую за переднюю стенку правую. Вот таким вот образом вот завожу правую спицу, и этих две петли я просто сейчас переснимаю. Далее следующую изнаночную петлю я сейчас провяжу лицевой петлей. И 2 переснятых петли, то есть изнаночную и лицевую, я сейчас просто вот таким образом протяну и спущу через провязанную петлю. То есть вот таким вот образом. Это мы сейчас с вами провязали 3 петли вместе. И видите, у нас аккуратно наша петля легла вот именно лицевой петлей вверх. Далее я провязываю лицевую петлю лицевой по схеме, изнаночную петлю изнаночной. То есть я сейчас опять вяжу все петли резинкой 1 на 1, не доходя опять до следующего маркера одной петли. И вот идет следующий маркер. То есть опять получается до нашего второго вот маркера я не довязала одну петлю. То есть так, чтобы у меня была изнаночная петля, петля, вот, которую мы отмечали маркером, и изнаночная петля. Здесь у нас все повторяется. Смотрите, в начале изнаночную петлю мы просто перевернем так, чтобы вот правая стенка петли располагалась перед работой. И обратно оденем эту петлю на левую спицу. Далее изнаночную и следующую лицевую петлю мы просто переснимем, не провязывая с левой спицы на правую за переднюю правую стенку. То есть вот таким вот образом я их просто переснимаю. Следующую изнаночную петлю я сейчас провяжу лицевой петлей. И 2 снятых петли, то есть изнаночную и лицевую. То есть вот таким образом я их подхватываю, этих 2 переснятых петли, и вначале протяну через провязанную петлю, вот их протягиваю, и затем этих 2 петли, вот они у нас идут, спускаю. То есть вот мы снова провязали 3 вместе петли. И опять все остальные петли я провязываю вот по рисунку резинкой 1 на 1. И все петли мы провязываем именно лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными. Опять мы так вяжем до следующего маркера. То есть сейчас, смотрите, таким образом мы довязываем вот первый ряд до конца. То есть еще самостоятельно мы должны сделать вот в 2 этих местах убавки. То есть так мы вяжем вот именно до конца первый ряд убавок. Итак, вот я провязала первый, получается, нечетный ряд убавок. Далее у нас идет следующий ряд четный. В четных рядах мы никаких убавлений делать не будем. Поэтому, смотрите, маркер я перебрасываю на правую спицу, которая обозначает начало ряда. И дальше, как и во всех четных рядах, смотрите, изнаночную петлю я провязываю изнаночной, лицевую петлю вот таким образом я просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Далее опять изнаночная, лицевую просто переснимаю. И опять у меня сейчас идет изнаночная, лицевую переснимаю, изнаночная петля. И вот смотрите, в том месте, где мы делали убавление, у меня сейчас получается 3 лицевых петли подряд. Поэтому, конечно же, сейчас мы их все снимать не будем, так как здесь у нас может получиться большая дырка. Поэтому каким образом мы будем провязывать вот именно эти места в тот момент, когда у нас подряд получается 3 лицевых петли. Значит, смотрите, изнаночную петлю я сейчас провязала. Далее следующую лицевую петлю я провяжу лицевой. Центральную петлю с маркером я сейчас просто пересниму, не провязывая, рабочая нить за работой.
Лицевую петлю я провяжу сейчас также лицевой петлей, это третья петля у нас получается. И дальше мы продолжаем вязать все по схеме. То есть изнаночную петлю провязываю изнаночной, лицевую переснимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Изнаночную провязала, лицевую пересняла. И так я вяжу опять до следующего маркера. Здесь у нас также идет 3 лицевых петли подряд. Первую провяжем, вторую переснимем и третью петлю мы также провяжем лицевой петлей. То есть таким образом мы заканчиваем вязать второй, получается, четный ряд убавок. Итак, я довязала до конца второй ряд убавлений, и теперь третий ряд, это у нас идет ряд нечетный. И как вы помните, во всех нечетных рядах мы делаем, соответственно, убавление. Поэтому маркер, который обозначает начало ряда, я перебрасываю на правую спицу и приступаем к вязанию третьему нечетному ряду. Поэтому, соответственно, изнаночную петлю я провязываю изнаночной, лицевую петлю я провязываю лицевой. То есть так я сейчас вяжу, опять не доходя до маркера, одну петлю. То есть вот у нас должно получиться вот этих 3 лицевых петли, то есть маркер, и не довязывая до маркера вот эту одну петлю. Здесь этих 3 лицевых петли мы также сейчас должны провязать вместе. Смотрите, у моих лицевых вот этих петель правая стенка сейчас вот расположена перед работой, поэтому здесь я ничего перекручивать не буду. Поэтому вот этих 2 лицевых петли я сейчас просто пересниму с левой спицы на правую, за переднюю правую стенку. То есть вот таким уже образом, как мы снимали и лицевую с изнаночной петлей. Вот. Далее следующую лицевую, вот эту петлю, третью получается, я провяжу лицевой. И 2 переснятых лицевых петли, я их протягиваю и спускаю вот через провязанную петлю. И дальше мы вяжем все по схеме, то есть изнаночные изнаночными, лицевые лицевыми. Получается до следующего маркера. Опять мы сейчас не довязываем одну петлю. И вот я дошла до следующего маркера, и вот идут 3 моих лицевых петли. Здесь точно так же. Первую и вторую петлю я сейчас пересниму с левой спицы на правую за переднюю правую стенку. То есть вот таким вот образом переснимаю, просто не провязывая. Третью петлю, вот лицевую, я сейчас провяжу лицевой. И первых 2 петли, которые мы просто переснимали, я их сейчас протяну в начале вот, после чего спускаю через вот эту провязанную петлю, то есть получается вот третью. И опять все петли провязываю дальше по рисунку, лицевые лицевыми, изнаночные изнаночными до вот следующего маркера. Здесь также этих 3 петли мы провяжем вместе, здесь и вот здесь. Поэтому довязываем таким образом третий ряд до конца, не забывая делать убавление петель. Итак, вот я довязала третий ряд до конца, при этом сделав убавление петель. Соответственно, сейчас у нас идет 4-й четный ряд, и все четные ряды мы опять вяжем одинаково. То есть изнаночные мы провязываем изнаночной петлей, лицевую петлю я просто переснимаю, не провязывая, рабочая нить за работой. Изнаночную провязали, лицевую пересняли, провязали изнаночную, лицевую пересняли. Смотрите, я дошла опять до маркера. Здесь, когда мы сделали убавление второй раз, то есть у нас опять вязание выглядит все вот стандартно: изнаночная, лицевая и изнаночная петля. Поэтому здесь в этом месте получается изнаночную я провязываю изнаночной, лицевую я переснимаю, рабочая нить за работой, и изнаночную провязываю изнаночной. То есть таким образом мы заканчиваем вязать 4-й ряд. Далее мы самостоятельно приступим к вязанию 5-го ряда. В 5-м нечетном ряду мы будем делать убавление точно таким же образом, как мы делали и в 1-м ряду. То есть опять у нас вот в этом месте будет идти изнаночная, лицевая и изнаночная петля.
Поэтому вначале эту изнаночную петлю я переверну так, чтобы правая стенка была расположена впереди, перед работой. После чего лицевую и изнаночную петлю я пересниму за переднюю правую стенку. Следующую вот эту изнаночную петлю я провяжу лицевой, и этих 2 петли я протяну и спущу через вот эту провязанную петлю. То есть точно таким же образом, как мы делали и в первом ряду. И опять следующий, получается, 6-й четный ряд, мы провяжем вот все петли, как мы вяжем и все наши четные ряды. Лицевые мы снимаем, изнаночные провязываем. Поэтому сейчас по этой схеме, которую только что мы с вами разобрали, продолжаем делать убавки дальше до конца. Сейчас, когда у нас петель останется совсем мало, я эти петли распределю на 4 чулочные спицы. Итак, смотрите, вот я за кадром закрыла все петли макушки. Закрывала я на чулочных спицах 5 миллиметров. То есть вот здесь булавкой обычно я отметила начало ряда, то есть в тот момент, когда я перешла именно уже на вязание макушки чулочными спицами. Ну и вот таким образом выглядят вот эти мои клинья. И сейчас мне осталось только фактически стянуть вот все эти петли. Теперь я против часовой стрелки все петли пересниму на вот эту петельку, на которой у меня расположена рабочая нить. То есть вот таким вот образом. С одной сначала спицы. Далее перехожу вот на следующую спицу, и здесь этих 2 петли я переснимаю на петельку, на которой у меня расположена вот рабочая ниточка. Далее вот у меня идет следующая 3-я спица и последняя 4-я спица. Все, вот у меня идет петелька, на которой расположена рабочая нить. Я ее вынимаю подлиннее. И ниточку от моточка здесь можем уже обрезать. Теперь в эту нашу петельку я продеваю вот этот кончик от моточка, который обрезала, и петельку аккуратно затягиваю. Теперь с помощью крючка этот кончик я вот вывожу, получается, на изнаночную сторону, и по изнаночной стороне получается кончик от конца вязания, где мы только что закончили вязать. И вот этот наборный кончик мы прячем вот по изнаночной стороне здесь самостоятельно, любым удобным для вас способом. И вот, друзья, смотрите, я спрятала все кончики, и вот такая вот замечательная шапка у нас сейчас с вами получилась. Сейчас обязательно эту шапку нужно постирать, так как после стирки, я уверена, полотно станет, во-первых, более мягкое, более, скажем так, эластичное, и петельки все станут ровными и аккуратными. Все маркеры я сняла, кроме одного, так как сейчас я хочу, во-первых, измерить вот именно параметры шапки до стирки. Значит, смотрите, во-первых, общая высота шапки, то есть вот сразу в связанном, не постиранном состоянии у меня равна, ну вот как раз таки ровно 24 сантиметра. Теперь, как я сказала, шапку я постираю, и каким образом она будет смотреться вот именно после стирки и насколько она у меня вытянется, эти все параметры я вам уже сказала в начале видео, так как начало видео я планирую отснять после того, как шапка моя высохнет. Мастер-класс по снуду я также уже отсняла, поэтому этих 2 мастер-класса выйдет один сразу за другим, и вот такой вот замечательный комплект вы сможете связать себе или на подарок кому-то из родных и близких. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно поддержите этих 2 видео пальчиком вверх. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно встретимся с вами в новых наших видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.